пациента жалобы. 10 дней назад температура 38,6 градусов, ломота в теле. Принял жаропонижающее. На следующий день все нормально, только слабость и все. 4 дня назад появились резкие сильные боли слева внизу спины, особенно при глубоком вдохе. Слабость, уролог исключил почечную колику, невролог сказал невралгия с защемлением корешка нерва и назначил лечение. Порекомендовали сделать КТ грудной клетки, на которой обнаружили двухстороннюю сегментальную пневмонию. Нет ни кашля, ни температуры, никаких признаков, сказали, хорошо бы послушать второе мнение, описание КТ. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 1973 года рождения, дата исследования 17 июля 2023 года, область исследования органы грудной клетки при мультиспиральной компьютерной томографии, с использованием реконструкций в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях, построением трехмерной реконструкции органов грудной клетки, легкие расправлены, пневматизация легочной ткани неравномерна. С обеих сторон выявлены многочисленные участки инфильтрации легочной ткани по типу матового стекла на фоне ретикулярных изменений. Вовлечение в процесс правого легкого: верхняя доля 0%, средняя доля 0%, нижняя доля 8%, левого легкого верхняя доля 8%, нижняя доля 35%, общий балл поражения 7, слева в плевральной полости слой жидкости до 15 мм. Купола диафрагмы, с обеих сторон, на уровне седьмого ребра. Ход и проходимость трахеи, главных и долевых, сегментарных бронхов не нарушены, стенки их уплотнены. Средостение не смещено и не расширено, новообразование в нем не визуализируется. Внутригрудные лимфатические узлы не увеличены, обычной формы и структура. Жидкости в перикарде не выявлено. Костных травматических и деструктивных изменений не определяется. Умеренно выраженные дегенеративно-дистрофические изменения грудного отдела позвоночника. Сердце, аорта без особенностей. Диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. Желудок на 20 мм пролоббирует в грудную полость. Заключение КТ: картина двухсторонней полисегментарной, вероятно вирусной пневмонии, средне-тяжелой степени тяжести КТ-2, с вовлечением в процесс 28% легких, левостороннего гидроторакса, высокое состояние куполов диафрагмы, грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Рекомендована срочная консультация терапевта. 18 июля 2023 года МН доцент Котов М. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога: пневмония действительно есть и нужно активно лечиться у терапевта. Также в левой половине грудной полости скопление жидкости, что говорит о длительности и тяжести процесса. Также желудок проходит в грудную клетку, что также может давать боли, чувство неудобства в верхней части живота. С этим тоже нужно к терапевту обратиться.